Готовы увидеть настоящий китайский дом северных провинций? Вот один из таких домов. Понятно, что все дома разные, но внутри все устроено одинаково. Этому дому около 20 лет. Здесь есть дома, которым по 40 лет, они построены из другого материала. Есть совсем современные дома, но внутри устроено все одинаково. Давайте начнем с внутренней части. Сегодня первый теплый день. С крыши капает, а на земле тут же замерзает. Смотрите, что удивительно. Дверь, вот это дверь, вход в дом. И даже нет замка. Вообще нет замка. Только когда надолго уезжают, вот здесь вот какой-то замочек приделывают, и все. Дверь одинарная. Никаких там двойных стекол или утеплений, ничего нет. Открываем, закрываем и попадаем в внутреннюю часть. Это бабушка, ей почти 90 лет. И сразу попадаем в кухню. Ну, это я не знаю, как назвать. Кухня-прихожая. Начнем с ведра. В это ведро выливаются отходы. Это ведро для того, чтобы мыть пол. Вот щетка для того, чтобы мыть пол. А это тазик для умывания. Тут еще, овощи, фрукты хранятся. Раньше они хранились у них вот здесь, в смысле, несколько дней назад. Но пришли сильные морозы, и там все замерзло. Даже яйца замерзло, поэтому оттуда переместили туда. Здесь на входе также имеется вот такой вот шкафчик. В этом шкафу хранится недоеденная еда. Вот с утром не доели пельмешки, в обед погреем. А также это место для хранения посуды. Шкафчик не новый, деревянный, я не знаю. Я думаю, ему больше лет, чем этому дому. Соусы, соль, специи, баклажаны. Вот здесь раньше был насос, то есть воду закачивали прямо оттуда. 1 час в сутки подают воду, можно набрать. Не успел, иди, ищи у соседей на колонку. Сюда заливают воду и потом периодически наливают вот этим вот ковшиком по мере необходимости. Вот это очень интересная вещь, это печка. Вот на этом вот месте, вот в этом месте готовится все, абсолютно все. Так, я все время забываю, как это называется. Вот так это выглядит. Большой-большой казан. Здесь все жарится, парится, варится. Все делается здесь. Очень многофункциональная печь. И еще одна печка. Обратите внимание, загрузка дров не сбоку, а сверху. То есть просто засыпается, закрывается. И эта печка отапливает весь дом. Отопление тоже интересное. У них есть уголь. Совсем немножко так. Я не знаю, для чего, честно говоря, им уголь. В основном они топят отходами кукурузы. Отец семейства занимается выращиванием кукурузы. Они осенью собирают урожай. Кукурузу вытаскивают из этих початков. А початки это вот для отопления печки. Что еще сказать? Эта печка точно так же топится кукурузой. Там снизу поддувало. Тут все понятно. Пол это крупная плитка. Вот здесь вот в середине можно видеть такая вот. Давайте откроем. В общем, вот здесь вот хранится картошка. Для того, чтобы не замерзла. Потому что там теплее, чем вот здесь вот сейчас на полу. Нет, сейчас тепло. Сегодня первый теплый день. 2 комнаты. Одна большая, другая маленькая. Ку-ку! Это Саня, муж дочки хозяина этого дома. Вот так, да? Ну да. Правильно сказать. Как это? Кан называется, да? Кан. Вот эта штука называется кан. Вы не думаете, это не просто кровать, это кровать с подогревом. Во-первых, есть загрузка дров вот отсюда. Они ее закрутили, потому что отсюда они не топят. Да. Протапливается вот той вот печкой. Труба выходит не напрямую на улицу, а проходит сквозь вот эту стену, сквозь тот кан и сквозь вот этот кан. И здесь толстый слой бетона. Все это нагревается. И здесь можно потом спать. То есть температура воздуха может быть достаточно низкая, но при этом один бок так подогревает. Один поджарился, перевернулся, другой поджарился. Поджарился при том, что в прямом смысле слова, видите, перегрели немножко. Недавно мы тоже, когда Саня кан тут топил, нет, это на следующий день было, положили, одеяло, и там чуть не поджарилось. То есть это большая кровать, на которой уместится человек 5, и будет тепло. Давайте посмотрим на окна. Окна. Стекло. Но стекло, видите, видно, в те времена не могли произвести такого размера большого. Или просто не было денег на большое стекло, поэтому оно состыкованное. И большое расстояние между внутренним стеклом и внешним. А еще снаружи пленка есть, но это я покажу, когда буду снаружи ходить. Обратите внимание, стены
покрашены здесь синим, здесь белым. Здесь просто раньше стоял шкаф чуть побольше, а за шкафом просто не стали красить. Дому 20 лет, но он без фундамента, поэтому землю немножко как-то вводит, пучит, как говорится. Поэтому все разваливается. Лампа для экономии электроэнергии, она вот люминесцентная. Ой, дайте назад предел. Видно, что дом весь построен из кирпича. Ну и пойдемте в другую комнату. А вот и Юля. Это дочка хозяина этого дома. Что делаешь? Щелкаешь семечки или ухаживаешь за собой? Понятно, ногти красит. Уголок красоты. Готовится к отъезду уже. Эта комната побольше. Окна сделаны также. Здесь, я не знаю, как это назвать, сад, огород. Алоэ растет. Юль, вы, кстати, используете алоэ для лечения? Нет. Нет, это только декоративный цветочек, да? Ну и там вон кактус. Я не знаю, как это называется. Яйца перенесли сюда, потому что там они вчера замерзли. И... Ой, ё-моё, забыл, как это называется-то. Мандаринки. Вот это вот очень интересная вещь. Ну, по-нашему, наверное, это можно назвать самогонкой. Это водка 60 градусов. Она тут стоит на случай, ну, если придут незваные гости типа нас, всегда будет чем угостить. Стульчиков много, потому что часто приезжают в гости, особенно на Новый год. И все, чтобы было сидеть. Вот эта вот стенка, это не просто стенка. Внутри этой стены пусто. И тепло из той печки проходит через эту стену, нагревает. Видите, здесь такой полотенцесушитель сделан. Открывашка для пива висит на самом видном месте. Эти два шкафа были подарены Юлиным родителям на свадьбу примерно 30 лет назад. Используются для хранения одеял. Холодно зимой. Не все овощи и фрукты выращиваются на месте. Кое-что покупается в супермаркетах в ближайшем городе. Так, про что еще рассказать? Холодильник зимой выключен и просто используется как шкаф. И этот отдел, и этот, и даже морозилка. О, сколько яблок! Телевидение современное, цифровое, DVB, и передается не через антенны, а через провода. Соответственно, интернет тоже есть. Говорят, в одном доме, в этой деревне, даже проводной интернет есть. Это, конечно, исключение, здесь интернета нет. Часики, чтобы знать время. И старая, я бы даже сказал, старинная швейная машинка. У моей бабушки, наверное, даже поновее была. Еще одна табуреточка. Кан, конечно. Знаете, как приятно, когда достаточно прохладно, на него садишься и тепло становится. Потолок покрыт, как это сказать, это подвесной потолок, можно сказать, видите? Для того, чтобы туда тепло не уходило. Герметичный. Ну вот, в принципе, и все. Еще особенность такая, что нет ни одной комнаты, в которой можно закрыться. Шторок нет. Здесь окно тоже не закрывается. Это окно тоже не закрыться. И даже двери не имеют. В смысле, все двери имеют окна. Саня, да. Вопрос, а как с интимом тут? Тут же все везде открыто, все слышно. Наверное, они не стесняются. Ну вы-то стесняетесь, да? Поэтому надолго не приезжаете. Да. Вот такая вот небольшая, как сказать, небольшое жилье. Что-то тут с проводкой у них. Этот студенитель явно не работает. Ну, давайте пойдем наружу посмотрим. Меня поражает, что на улице бывает минус 40, а дверь все равно одинарная. А еще, мама! А еще то, что никто никогда здесь не закрывает двери. Дом кирпичный, стены достаточно толстые, а крыша металлическая, труба тоже кирпичная. Это основной домик. Вот здесь вот есть маленькая пристройка, где живут вот эти вот гагающие, летающие и кудахчащие, несущие яйца куры. Куры такие, знаете, упитанные. Петухов у них нет, поэтому никто не кукарекает, но в соседних домах есть петухи, они часов 5 кукареку. Но знаете, что меня поражает в этой деревне? Ночью до 5 часов, до того, как кукареку начнутся, полная тишина. Такая тишина, вот просто в ушах звенит, такого я ни разу не видел. И небо, если нет облаков, черное-черное.
с яркими звездами. Это фасадная часть дома. Тут брусчаточка. Но сейчас по этому ходить очень сложно. Давайте я сначала вон туда схожу. Это тоже дом. Это дом соседей был когда-то. Но соседи, я так и не понял, что с ними произошло. В общем, этот дом теперь принадлежит этой семье. Раз дом, два дом. Эти дома сейчас используются под хранение отопительных, я не знаю, как это назвать. Короче, початки кукурузы здесь хранятся. Интересно, газеты за какой год? Давайте попробую найти. 2007 год газеты. Дымоход был. Печку, я так понимаю, разобрали. Да, вот сюда вот выходила. Здесь была печка где-то. Ну вот еще один домик. В тот я уже не пойду. У хозяина этого дома есть несколько тракторов. Вот раз, два. И еще там какая-то техника у него есть. Но это же не относится именно к жилью. Поэтому пойдем дальше. Сбоку уже не брусчатка, а кирпичи. Очень-очень скользкие кирпичи в данный момент. Вот этот провод, который вы видите, вот он идет. Это как раз цифровое телевидение. Каждый раз, как я хожу в туалет, я его зацепляю вот так вот. Раз. И боюсь, что у них там телевизор исчезнет. И это одно из немногих развлечений в этой деревне. А, он сосед смотрит. Если обратите внимание вот на это вот, это желтый снег. Я думаю, все поняли, что это такое. Да блин, капает с крыши пленка для того, чтобы тепло удерживалось внутри. Немножко, видите, тут вот подмерзло. И я иду показать туалет. Туалет? Нет, не то. Некоторые могли подумать, то туалет. Туалет, вот. Вот это туалет, ничего не закрыто. То есть из дороги тебя видно. И из этих окон тоже тебя видно. Надо приседать пониже. Я не знаю, почему так сделано. Даже нет никакой вот закрытой зоны. Ну, если уж тут все видно, там-то какая разница. Пускай тоже все будет видно. Это двор и сразу огород. Кроме того, что есть огромное поле с кукурузой, есть еще маленький огородик. Они тут выращивают всякую мелочевку. Там я вижу сток сена. Нет, не сена. Кукурузных стеблей. Для чего они используются? Ну, может быть, для перегноя, может, еще для чего-то. Вот так вот выглядит большинство домов в этой деревне. Долго ли это еще продлится? Долго ли проживет эта деревня? Честно говоря, не знаю. Молодежи так как нет. Возможно, скоро вот такие вот дома будут использоваться как музеи или как игровые заведения. Теперь вы знаете, что большинство китайцев на севере в деревнях живут без удобств внутри, то есть надо ходить на улицу. Пол используется, то есть когда они заходят, они не разуваются, и на пол кидают и семечки, ну то есть они сидят на кане, греют попу, и все это кидают на пол. Это у них нормально. Это не значит, что вот мы такие пришли и говорим, о, не цивилизованные. Они к этому привыкли, они просто живут по-другому. Для них мы тоже не цивилизованно едим, например, руками. Ну что там? Ну что-то мы едим руками, у них это не принято, надо есть палочками. То есть у каждого своя культура, не нужно говорить, что ой, какой ужас. Да, для нас это ужас, для них это привычно, они так живут, я не знаю, столетиями. Возможно, скоро все изменится. Говорят, во многих регионах Китая уже такие дома встретить сложно. Ну вот, такой вот он дом на севере Китая.